Приветствую вас, друзья! Это игра The Queenfall, и с вами снова Роман. Недавно увидел в Дискорде сообщение от одного игрока. Спрашивал, как прокачаться с 47 до 50 уровня. И это меня сподвигло сделать видеоролик, хотя я до этого уже планировал сделать видео после того, как разберусь с тем, как эффективно и быстро качаться в данной игре. Напоминаю, что игра The Queenfall это по сути гринделка. Открытый мир, куда вас выбрасывают, небольшое обучение на неделю и все. Дальше делайте что хотите, а собственно делать в игре только можно, за исключением PvP. Я беру PvE контент. Либо вы прокачиваете ремесла, бегаете, собираете ресурсы, их перерабатываете, либо вы прокачиваете, собственно, персонажа, ходите на места скопления мобов и бегаете по кругу, убиваете мобов. Вот. Больше делать нечего. Квестов нет, сюжета нет, особо заниматься нечем, кроме как прокачкой ремесла и своего уровня персонажа. Причем я скажу, что гринд ради гринда, то есть прокачка ради прокачки. То есть никакой цели для того, чтобы прокачивать ремесло или там персонажа нет. Мир открытый, доступен абсолютно всем. Контента, который доступен, скажем, персонажам 100 уровня, а не доступен меньшего уровня, тут такого нет. То есть, делать просто нечего, гринд ради гринда. Так вот, решил снять видео по поводу того, где и как качаться эффективнее всего. И давайте сразу отвечу на вопрос относительно квестов на доске. Вы знаете, я когда еще не ходил на мобов, на споты мобов, мы с Индиго так ходили вдвоем, били мобов, но это так было баловство. Вот, а я имею в виду конкретно, когда уже именно целенаправленно прокачкой персонажа не занялись, я выполнял вот эти вот задания на доске, да, королевские задания, вот эти вот. И видите тут количество опыта, думал, по тем меркам это было для меня много, я выполнял. Те ресурсы, которых у меня не было, я их покупал на аукционе. Так вот, хочу сказать сейчас, что, на данном этапе, у меня сейчас персонаж 69 уровень, на данном этапе вот это вот все, это, по сравнению с тем, что я зарабатываю на местах скопления мобов, вот это все копейки, поэтому, хотите выполняйте эти задания, хотите не выполняйте, просто понимаете тут в чем дело. Если вы не собираете ресурсы, то вам вот это все нужно будет покупать, а это все стоит денег, то есть вы будете на это расходовать деньги. А собирать эти ресурсы, надоедает уже где-то недельки через 2-3 такой игры. Так вот, самый эффективный, наверное, и единственный способ прокачки персонажа — это идти на места скопления мобов, на споты мобов и вступать в группу, бегать в группе, убивать этих мобов. Это самый эффективный способ прокачки своего персонажа. Что касается получения опыта от крафта и ремесла, то есть если, например, вам не нравится гринд мобов, да, и вы решили заняться чисто ремеслом, прокачкой профессии, вот смотрите на мои цифры, это за 2 недели, за 3 недели, грубо говоря, сильного задротства при всех бафах. Вот каких цифр мне удалось достичь. 3 недели ежедневного задротства при всех возможных в игре бафах. Вот такие вот уровни, как вы видите. Так вот, опыт вашему персонажу за ремесло идет мизерный, я бы даже сказал, что он вообще почти не идет. То есть, если не прокачивать своего персонажа на мобах, то, скорее всего, вы даже до 60 уровня не доберетесь. Повторюсь, за ремесло мизер. Опыт просто никакой. Не как в других играх. То есть не думайте так, что вот вы решили стать ремесленником и вы будете поднимать. Нет, ребятки, это игра такая, где за ремесло мизер. Опыт дает, почти ничего не дает. Перед тем, как перейти непосредственно к местам, где прокачивать своего персонажа, я еще хочу сказать о том, что эффективнее всего набирать всевозможные бафы, так скажем, бонусы, прибавки к получаемому опыту в игре. Во-первых,
перед тем, как идти качаться, в городах есть вот такие статуи. Вот. Я сказал бы даже обязательно, ну, рекомендую, но лучше обязательно, да, вот эти прибавки использовать, потому что даже со всеми бафами это все очень долго, муторно, скучно, ну и геморройно, даже с бафами. Без бафов, ну, это можно сказать, вообще почти невозможно. Я не знаю, даже вот, например, ну вот давайте для сравнения скажу, что, скажем, ну, прокачать своего персонажа до 75 уровня, да, со всеми бафами, это, ну, примерно как поехать из Москвы во Владивосток на автомобиле. Или даже нет, давайте на поезде, да, из Москвы во Владивосток, вот сколько поезд идет? Неделю, да, примерно, да? Долго, да, долго. Ну, можно доехать. А если не использовать бафы, то прокачка персонажа, скажем, до того же самого 75 уровня, это все равно, что поехать из Москвы во Владивосток на велосипеде. Ну вот примерно такая вот разница, да, в игре в этой. Вот такая разница. То есть вы не думайте так, что, ну, я без бафов, там, без доната, так, потихоньку. Ну вот такая разница. Поезд идет 7 дней, а на велосипеде вы будете ехать, ну, не знаю сколько, 300, 400, 500 дней. Разница колоссальная. Поэтому я говорю, не рекомендую, а обязательно брать все возможные бафы. Итак, начнем вот с тех, которые доступны в игре без доната. Про донат чуть позже скажу. Смотрите, берете вы улучшение, вот, опыт персонажа. То есть идете 1 час качаться, берете вот на 1 час. На 4 часа берете на 4 часа. Кто-то увидит эти цифры, как мы с Индиго начали играть, я подошел к стату, увидел эти цифры, и я ошалел. У меня тогда даже, ну, 500 тысяч не было. Я подумал, нифига себе цифры. Ребят, вот эти вот цифры, вот 1 час, за 1 час бегания на мобах, и потом с мобов падает лут, продав вот этот вот лут, ну, возьмем сотых мобов, лучше всего качаться, конечно, на сотых мобах. За 1 час бегания вы зарабатываете, ну, в несколько раз больше. Просто придя в город и продав вендору, NPC, тот лут, который вы заработали. Даже не с аукциона, не игрокам, а просто вендору вы отдаете, вы получаете в несколько раз больше за этот час. Ну, я точно не считал, ну может 5-6 миллионов где-то вот так. Может больше, я не знаю, точно не считал. Ну, около 5-6 миллионов. Так что у вас это окупается. Вот это вот статуи, баф брать обязательно. Ну, опыт оружия тоже, если вам надо, ну, берите. То есть даже если вы возьмете это, да, 4 миллиона, вы все равно это окупите. Так, что еще? Ну, можно выпить зелье, на всякий случай скажу, эликсир предметов. 25% шанс получить предметы мусор, да, ну, которые те же NPC вы сдаете. Вот. Дальше, теперь по алтарям. Перед тем, как идти качаться куда-то, да, ну, допустим, у вас нет клана собственного, баф от алтаря теперь не бафается, собственно, он и раньше не бафался. То есть, если вы ставите алтарь вот в красной зоне, вы получаете дополнительно к опыту персонажа вот 30%. Причем, если вы поставите второй алтарь, ну, личный и клановый, он не стекается. Ремесло стекается, суммируется, то есть ремесленный опыт суммируется. А вот боевой опыт персонажа не суммируется, поэтому достаточно одного алтаря. Я как делаю? Я беру себе в инвентарь дерево и камень, вступаю в группу, смотрю на карте, где эта группа качается, и бегу в ближайший красный круг, ставлю алтарь, и уже иду в группе качаться. Вот так я делаю. То есть, если это какое-то определенное место, ну вот чаще всего мы бываем вот на забытом кладбище, то у меня вот этот алтарь достает, он 5 километров действует. Вот, но на всякий случай, у меня еще личный алтарь не поставлен, это мой клановый. То есть, если, например, кач проходит где-то вот здесь на юге пустыни, да, вот руины или вот храм пауков, на пауках частенько это бывает. У меня, по-моему, алтарь до пауков не достает, я не помню. Ну, я прибегаю, вот, например, здесь вот в заставу порту, ставлю в красном круге алтарь и уже иду к группе качаться. То есть это тоже обязательно. Алтарь в красной зоне обязательно.
Так, еще что. Ну, относительно клана я не буду говорить. Если вы состоите в каком-то клане и не являетесь лидером, ну, наверное, лидеры периодически запускают, вот тут есть такие специальные навыки, когда идет увеличенный опыт. Вот, получение опыта персонажа на 40% для всех членов клана, да, вот на 3 часа. Но если вы собственный клан создали, скорее всего, у вас он будет первого уровня, 7 очков не будет, поэтому вот этот навык не активен. А так, если вы в гильдии, ну, надо поспрашивайте, то есть наверняка есть времена, когда качаются, да, лидер, и он включает вот эту вот функцию. Тоже 40% это много, я вам скажу. Теперь переходим к донатным вещам. Ну, из донатных вещей самое эффективное это по прокачке персонажа, он дает больше всего. Опыт уровня и оружие по 30%, это тайное искусство ордена. Вот такой вот значок. Он покупается в донатном магазине за донат. Вот они здесь есть, вот такие вот. Ну, я не покупал. Если вы играете в The Queenfall, вам в течение месяца, наверное, 2 или 3 раза вы получите, ну, бесплатно вот такие вот предметы на 5 дней. Вот. А так, то есть если вы играете долго, вот это нужно приобретать за донатные деньги. Ну, за реальные деньги. Вообще, я сниму по донату отдельное видео. И опять-таки, The Queenfall уникальная игра, где, чтобы комфортно играть, нужно донатить. Я назову, наверное, это видео. Если вы не готовы донатить, то лучше не начинайте играть в The Queenfall. Потому что без доната, вот без вот этих вот предметов, повторюсь, прокачка это как ехать на велосипеде из Москвы в Владивосток. А вот с этими предметами это как на поезде. Вот эти вот циферки, которые тут написаны, они даже несколько преуменьшены. Ну, я об этом в следующем видео скажу. По факту это все в разы больше вы получаете процентов. Я это проверял, но об этом отдельное видео. Вот, вы получите несколько таких предметов, заходя ежедневно в игру. Вот, ежедневная награда за вход. Вот, ну, тут надо посчитать, где они тут. Так, вот один значок. Вот один такой значок и один такой значок. Ну, один вы получаете на ремесло, другой на расширение склада, там ячеек, и второй на оружие. Опыт персонажа, опыт оружия. На 5 дней они даются, вот такие вот значки. И плюс еще вот начало, по-моему, там тоже вы их получаете. То есть я не донатил в игру, я их получал вот по ежедневкам. По-моему, даже на складе еще вот несколько лежат, да, вот видите, вот на 5 дней их давали. Это на 5 дней и это на 5 дней. Вот. То есть запускаете, у вас 5 дней, и вот вы эти 5 дней качаетесь. Ну, когда этих значков не будет, тут уже, ребятки, донат. Без доната никак. Ну, вернее, есть еще один вариант. Вы скажете: Роман, а ты что, задонатил, что ли? Откуда у тебя там столько денег? Да, вот 2600. Ты что, задонатил? Я об этом скажу в следующем видео. Это я получал за реферальную систему. Вот эти все монеты. То есть реально я ничего не вкладывал. За реферальную систему. То есть если вы такой же ютубер или стример, как я, то вы сможете играть в The Queenfall не донатя. То есть вы будете вот это получать, приглашая других игроков в игру. Если же нет, ну вот это только покупать за реальные деньги. Вот такие расценочки, да? То есть это уже реальные доллары вам придется тратить. Причем, скажу так, немного, немало тебе вам придется платить. Ну вот так для комфортной игры, ну где-то около 5000 вот этой вот валюты вам понадобится. То есть это $50. Можно играть без этого, но, повторюсь, это как ехать на велосипеде, а не на поезде. Если вы готовы играть, там, скажем, 5 лет, ну, может, за 5 лет вы без доната докачаетесь там до 100-го уровня. Так, идем дальше. Бафы. Я сейчас про бафы рассказываю. Статую баф взяли. Про клановый баф тоже сказал. Вот про значок такой сказал, про баф от алтаря сказал. Да, перед тем, как перейти к месту кача, относительно брони. Броня и оружие вообще здесь не, ну, для прокачки вообще не важны, ребят. Вы можете, ну, чуть ли не голым бегать, вот, и оружие там воткнули, то есть любое. Хоть голый, хоть без бижутерии, вообще без ничего можете бегать. Ну, тяжеловато, вас там убивать будут, но для прокачки персонажа вообще это ничего не имеет смысла, ну, неважно.
ни заточка. Вот видите, вот у меня тут синие шмотки лежат. Шлем вообще снял, ботинки тоже снял. Ну, сейчас жезл жизни взял, значит, потому что все это поснимал. Ничего не заточено, ничего не улучшено, все вообще все по нулям. Вот видите, все самое простое. Синее, ну тут кое-что фиолетовое есть. Не имеет значения. Потому что вы идете качаться в группу. Причем вы идете качаться в незнакомую вам группу. И этих групп в игре много. То есть даже если вас там кикнут, что маловероятно, ну пойдете в другую группу. Поэтому шмот и оружие вообще никакого значения не имеют. Повторюсь, хоть голые идите. По оружию воткнули, что вам нужно. Ну, вот я, видите, все тут поднял так. Ну, вот так, до 50, там, до 60 поднял. Вот сейчас жезл подниму. То есть вы туда приезжаете, в группу вступив, и у вас сразу начинаются очки там 2, 3, 4, 5, прям по так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. За 1 час, ну, до 50 уровня точно добирается. То есть любое оружие можете брать. Вот эти навыки вообще можно, я вот щит когда, да, прокачивал, я вот, видите, у меня навыки даже не открыты, смотрите. 54 уровень меч и щит, а навыки вообще не открыты. Я ничего не сбрасывал, ничего не вкачивал. Я просто наделал меч со щитом, навыки вообще ничего не ставил, прибежал туда и просто ходил, вот мечом лупил, щит там блок ставил и мечом бил. Все, вот эти навыки вообще не использовал. И 1 час вот так побегал там в группе. Ну и опыт покачался, и меч и щит 54. Вообще без навыков. Вот так. Жест жизни вот тоже, видите, сейчас ничего нет. Ну не знаю, ну может потыкаю эти навыки, может не потыкаю. Поэтому вот это вообще не имеет значения. Что улучшать, вот, например, там посох, да, вот до какого-то уровня улучшать, оружие затачивать, броню затачивать, бижутерию. Не, вообще ничего не имеет значения. Вообще не важно. Ну игра такая, ребят, такая игра. Гринделка. Так, теперь, значит, остается последний вопрос. Как и где? В игре очень интересная система, вот в отличие от Black Desert. В Black Desert такого не было. Я вам сейчас покажу. Называется вот поиск группы. Видите, прочее, поиск группы. Вы тыкаете сюда. Вот в Black Desert такого нет, поэтому там имело значение, ну, ваш шмот, ваше оружие, заточка, там это имело смысл, потому что, как правило, вы там, ну, качались с малыми группами, и вам приходилось людей, ну, буквально там, ну, выискивать, то есть в чате приходилось писать, собирай группу, и вы там не получалось так, что группа там по 10 человек, по 12 человек, нет, там 1, 2, 3, ну, 4 человека, и там имело значение то, какое оружие у вас, заточек, не шмот, здесь это не имеет значения, потому что тут огромное количество групп, и все они, видите, вот до 12 человек. То есть поэтому вы можете вообще туда голым прийти, без скиллов, и просто там бегать вместе с ними, и вы будете получать опыт. Никого даже можете там не убивать, то есть толку там от вас может быть вообще никакого не быть, но вы будете получать опыт за счет других незнакомых вам людей. Кто-то скажет: Роман, ну это не совсем справедливо. Это не совсем справедливо было бы, если бы это был ваш клан, ваша группа, ваши друзья. А это вообще no-name люди, ну, незнакомые вам, вы вообще их не знаете, они с разных стран. Вы сегодня в одной группе, завтра во второй, послезавтра в третьей. Незнакомые люди, поэтому никаких обязательств перед ними у вас нет. Значит, смотрите, как тут все. Вот я открыл это окошко. Ну, тут все описание, то есть написано, что тут... Вот, например, ну не знаю, плюс 70 левел тут качаются, фарм 75 уровень, пустыня, деревня вот 100 уровень. Дальше идет название лидера группы, дальше идет класс, если кубик, значит неважно кого там, то есть могут любой зайти. Вот эта группа, видите, тут нарисовано, это что такое, копье или что это? Не копье, это не знаю, факел какой-то, то ли посох, то ли жезл, то есть если вот так есть и вас туда не пускает, ну вот давайте, смотрите, я возьму, например, молот, да, я молот надел, смотрите, и я сейчас, например, захочу вот сюда присоединиться, бам, ваш персонаж не соответствует требованиям, ну по уровню я прохожу, а я не прохожу вот по этому значку, видите, тут вот это вот посох или жезл, я не знаю, что это такое, то есть, а я с молотом, видите, раз, я не могу присоединиться. Но если даже такое есть, вы надеваете то оружие, которое вот в этой группе есть, вступаете в группу, прибегаете на место, ну там минут 5 побегаете с этим оружием, а если вам оно не нравится, вы раз другое одели и с другим бегаете. Я не думаю, что лидер там отслеживает и вас кикает.
Скорее всего, этого не произойдет. Так, дальше идет уровень. Это требование для вступления в группу. С какого по какой. Ну, большинство пишет от 1 до 100, ну, иногда от 50 до 100. Я, когда группу создаю, пишу от 50 до 100. Дальше ранг. Ранг тоже пишут все любой. Ну и вот группа, да, максимально 12 человек. Вы находите нужную вам группу. Сразу скажу, что лучше качаться на сотых мобов. На сотых мобах. За сотых мобов дают больше опыта. То есть вы вступили в группу и посмотрели, где они качаются. Вот. На 75-й группе чуть меньше, чем на 100-й. Да, обязательно группа, чтобы было написано. На обычных мобах вот таких туда и не ходят. Там вообще и опыт мало, и лут падает мало. Поэтому всегда вот в скобках группа. Качаются либо вот 100 группа, либо 75 групп. Но повторюсь, на 100 группа больше лута. Ой, опыта вы будете получать. Поэтому смотрите сами, вот лучше в такие ходить. Значит, нашли подходящую вам группу, да? Вступаю я, как правило, обычно, чтобы было не меньше 10. Вот 10 человек, если там 6, 7, 8, я не вступаю. Вот если 10 человек, я тыкаю присоединиться, и все, и бегу туда, на место, где они качаются. Ну вот здесь, видите, щит, меч и щит. Вот я могу надеть меч и щит сейчас, присоединиться, прибежать туда и воткнуть в жезл и качаться жезлом. Вот. Да, теперь расскажу, можно создать свою группу. То есть тут вы пишете название группы, тут написано поиск и начать поиск. На самом деле, наверное, неправильный перевод. Здесь кнопка будет правильно называться «Создать группу». То есть здесь вы пишете название, ну там, например, супер фарм, там, например, я не знаю, ну как хотите назовете, супер фарм. Дальше уровень, чтобы в группу вступали, ограничения, если хотите ставить, ну вот меньше, чтобы 50 к вам не присоединялись. Дальше, ну ранг тут не важен, максимальное количество группы, и здесь классы. Если кубики, то не важно, кто присоединится. Если хотите, чтобы кто-то, ну, определенный, вот выбираете. Вот это вот, не знаю, что это жезл, наверное, ребятки, вот посох, а вот это, наверное, жезл, или наоборот, не знаю. Вот. И нажимаете кнопку «Начать поиск», это «Создать группу». Все, вы создаете группу, и уже к вам, если будут присоединяться, хорошо. Но мы с Индиго, как правило, группу, один раз только мы создали группу, да, она довольно быстро набралась. Но, как правило, я уже хожу, вот, уже готовые, то есть уже где навалом людей, присоединиться, бафы запустил, все врубил, прибежал туда, и опыт пошел. И вы вот так вот качаете. Ну, собственно, все. На этом теорию, наверное, я закончу. Вот. Если какие-то вопросы появятся, напишите в комментариях, я на них отвечу. Вот так вот, ребятки, в игре прокачивается персонаж. Я дальше включу несколько видеофрагментов, где я с разным оружием, и один, и с Индиго мы бегали, качались на мобах. Ну и вы просто посмотрите, как на практике это происходит. Повторюсь, все очень просто. Вот через эту кнопку. Включили бафы, воткнули алтарь, присоединились, прибежали и просто бегаете. Можете там даже не убивать, ну просто активность проявляйте. Главное, не стойте на месте, потому что за АФК из групп выкидывают. И я выкидывал. Когда у меня была своя группа и бегали, я выкидывал. То есть смотрите, если вы просто встанете, да, ну и пойдете там, не знаю, хотя бы даже в туалет, то вас могут выкинуть. То есть посмотрит лидер, что персонаж стоит, ничего не делает, нафиг такой нужен, скорее всего выкинут. Поэтому хоть какую-то активность там проявляйте. Лидер не может посмотреть, какой урон вы наносите, или какую пользу или не пользу вы приносите. Просто бегайте, делайте какой-то вид, активность, стреляйте, пуляйте, агрите мобов, там, главное выживайте, не помирайте, в самую толпу не лезьте, чтобы вас не прибили, а так вот где-то сбоку там бегайте, активность какую-то показывайте, проявляйте, и все, и получайте опыт и лут в инвентарь. Инвентарь забился, портанулись в город, все выложили либо в сундук, либо продали сразу вендору и обратно. И снова качаете. Вот такой вот долгий, рутинный, неинтересный, скучный процесс. Гринда в игре The Queen. Ну, по-другому никак. Это единственный способ прокачать своего персонажа. Все, благодарю за внимание. Ну, а дальше смотрите видео вставочки. Я поставлю практику, как на практике происходит прокачка персонажа.
Ну, маг дает. Слушай, он двумя ударами. Одной этой он сразу всех убивает, всю группу, всю толпу. Только не он один, тут все лупят. Да, но он одним ударом он убивает. Здесь только мобов подводить. Ну вот так вот и качаются огромной толпой. Ну, ты что одного привел? Как? Там за мной толпа должна была идти. Одного ты только привел. Я вот, кстати, тебе не говорю, далеко они не бегают, ты толпу не можешь привести. я вот, кстати, иногда заметил, что я сагрю целую толпу, прибегаю на точку, а за мной из этой толпы только половина, а то и того меньше. Они на далекое расстояние не бегут, они отстают. Да, вон кто на лошадях, Издалека ты не приведешь. кто на лошадях собирает, они вон как издалека собирают. Нет, нет, издалека не собирают, Герман, только поблизости. Ну, маг и лупит. Офигеть. Что Ну вот творит? мы с тобой тут за 2 часа. Я был 59-й. Сейчас буду Я 60... была 56-й. Сейчас буду 62-м. Ничего себе. А ты будешь каким 60-м? 60 Ты ну, была? мне до 60-го еще далеко. Ну, сейчас в толпе быстро будет. Ты была 56-й? Да. Ну вот за 2 часа 4 уровня. Ну, не должно быть тебе далеко. Нет, мне еще, кстати, у меня еще половины даже нету. Я ж только что недавно стала. Вон этот вон тайфун бегает, тоже у нас этот старый. Суи тоже старый. У нас в группе 12 человек, но, по-моему, тут не 12 стоит. Где у нас народ? Нет, они сейчас портанулись, а видать полный инвентарь тоже нужно освободиться. Один в пабосе что-то делает. Он, наверное, портанул, людям освободить сундуки. Да. Инвентарь же надо, ты что здесь? Может его который в пабосе стоит, выгнать? Нет, Куй надо суй. было бы тебе и меня выгнать. Я и в туалет сбегала, и вещи выложила. Нет, он, по-моему, там уже давно стоит, этот Куй-суй. Надо за ним... Он только что был здесь, он только что портанулся. Куй-суй? Да, я ж тебе про него сейчас сказала. Вот Куй-суй, он с нами был давно уже. Я ж тебе только что про него сказала. Вот этот Куй-суй с нами был. Но только что у меня на глазах он портовался в голову. Ну, значит, разгружаться пошел. Да. Он с нами пришел еще от той, он еще с той группы, которая была у нас. Куй-суй этот. И он сейчас при мне портанулся. Я 62-й. Поздравляю. А что это такой маленький такой? Ну и что?
ума творит, да? С ума сойти. Так тут Аня все бьют, это просто может от него эффекты такие сильные. Нет, ну то, что все бьют, ну, я понимаю, но он, как ударит, и сразу толпа падает. Тут нас еще и лечит кто-то, такой зеленый человечек появляется. Ну, это, да, это лекарь с нами тут. Ох, ну, ничего себе он толпу ведет. Это я тут бегаю. От меня урона не очень много, поэтому я мобов собираю. Ну, и правильно. Лечи сразу, этот тебя вынесет. Надо бронь поменять будет на 60. Эти мобы-то больно бьют. Групповые. Надо мне какое-нибудь еще оружие прокачать, что-то я... Бедный этот, не могу я от него забрать этого. К нему этот прицепился к магу. С двумя звездами? Лекарю. А звездочками такого? К нему этот моб прицепился к лекарю. Не могла от него.